Сейчас будет краткий пересказ фильма «Как выйти замуж за миллиардера». Пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал. Погнали! Ким Мэтьюс представлена телеведущей как бывшая чемпионка по скейтбордингу, чья мать погибла в автокатастрофе. Ким бросает скейтбординг и начинает работать в баре быстрого питания, чтобы оплачивать счета по дому и помогать своему старому отцу. Когда ей и ее отцу требуется больше денег, чтобы оплачивать счета, Ким отправляется на поиски работы с более высокой зарплатой. Ее подружка рекомендует работу под названием «Девушка в шале», работающая в Альпах для богатых клиентов. Сначала ей отказывают, но в последний момент Ким принимают на работу, так как нынешняя девушка из шале сломала ногу. Ей в помощь присылают другую девушку из шале, Джорджи. Поначалу они не понравились друг другу, поскольку Ким совсем не похожа на шикарную или гламурную. Она не умеет кататься на лыжах или сноуборде, так как никогда не была в Альпах. Ким сразу же нравится Джонни, богатый сын Ричарда, и Кэролайн, хотя Джонни состоит в отношениях с другой женщиной, которую зовут Хлоя. Поскольку Ким живет рядом с горами, она пытается научиться кататься на сноуборде, но ей это удается с большим трудом. Микки, видя ее трудности, помогает ей и учит ее кататься на сноуборде, замечая, что у него есть какой-то природный талант. После он уговаривает ее принять участие в соревнованиях по сноуборду и выиграть 25 тысяч евро. Позже Джорджи и Ким начинают тепло относиться друг к другу, и первая узнает, что у Ким день рождения. Она ведет Ким в клуб, где они напиваются по полной программе. После она уговаривает ее перенести вечеринку в дом, где они остановились, так как семьи нет дома. Группа Джорджи, Ким, Микки и подруга Джорджи Джулс возвращается в шале и голые расслабляются в джакузи. А после Джорджи и Микки начинают заниматься любовью. Но когда Ким выходит из ванны, чтобы разгрести себе снег, семья возвращается домой и видит ее обнаженной. Джорджи и Ким тщательно убирают дом и пытаются возместить семье ущерб, нанесенный дому. Этим временем Ким продолжает работать над своими навыками катания на сноуборде и пытается победить свой страх перед высокими трамплинами, так как они вызывают у нее воспоминания об автокатастрофе. После Ким и Джонни становятся ближе, и после деловой поездки в шале он решает остаться, предположительно, чтобы проводить больше времени с Ким. Джонни предлагает заплатить ей, чтобы она научила его кататься на сноуборде, что сближает их, и после дня, проведенного на снегу, они коротко целуются и в итоге занимаются любовью. Один из зрителей, Бернхард, заметил их раньше и предупредил мать Джонни, Кэролайн. На следующее утро после их ночи Кэролайн застает их и упоминает, что Джонни помолвлен с Хлоей. После этого Ким собирает свои вещи и уходит из дома, расстроенная и рассерженная тем, что Джонни солгал ей. Перед тем, как она отправляется домой, отец уговаривает ее остаться и попытаться выиграть конкурс, говоря, что это хотела бы ее мать. Тем временем Джонни расстается все-таки с Хлоей на вечеринке в честь их помолвки в Лондоне. Хлоя спрашивает, влюблен ли он в Ким, и он подтверждает это. Услышав новость об их разрыве, Ким кажется, что она больше не заботится о Джонни. После Микки и Ким начинают соревнования по сноуборду. Микки не справляется с прыжком в высоту и в итоге ломает руку, что выводит его из соревнования. А Ким хорошо справляется со всеми препятствиями, пока не доходит до прыжка в высоту. Она останавливается, так как снова вспоминает автомобильную аварию. Но после она занимает 21 место в соревнованиях, не заняв достаточно высокого места, чтобы попасть в двадцатку финалистов. Однако она становится первой запасной, если кто-то из финалистов выбывает. В этот момент чемпионка мира Тара выбывает из соревнований и уступает свое место Ким. После Ким делает все препятствия и прыжки, и представляя, как ее мама болеет за нее из толпы, она идеально приземляет прыжок в высоту и побеждает. После Джонни, вернувший после разрыва Хлои, появляется позади Ким и извиняется перед ней. Они перекидываются парой слов, а затем целуются. В финале фильма Ричард и Кэролайн смотрят по телевизору соревнования, где камера фиксирует поцелуй Джонни и Ким. Кэролайн, видя, как счастлив ее сын, сдается и соглашается наконец принять в семью Ким. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии. Также посмотрите эти видео, и я желаю вам хорошего дня.